Сегодня мы покажем вам топ самых пугающих и опасных случаев с НЛО. Эти истории, основанные на реальных свидетельствах и документах, заставят вас пересмотреть свое представление о мире и, возможно, даже испытают на прочность ваши нервы. Многое из того, что я вам покажу, до сих пор остается необъясненным и вызывает многочисленные споры среди уфологов, ученых и скептиков. Эти истории точно заставят вас задуматься о возможном существовании внеземных цивилизаций и о том, что на самом деле происходит в нашем мире. Let's go. Конгресс США. Что от нас скрывают? И начну я, конечно же, с самого громкого обсуждения НЛО за последние годы, пришедших к нам прямиком из Конгресса США. В Вашингтоне в 2023 году прошли слушания в Конгрессе США, посвященные неопознанным аномальным явлениям, также известным как НЛО. Это стало настоящей сенсацией, раскрывающей пугающие подробности и поднимающей вопрос: что же скрывают власти? Давид Груш, бывший сотрудник военной разведки, заявил под присягой, что существует многолетняя правительственная программа по восстановлению и обратной разработке разбившихся инопланетных кораблей. «Меня информировали о существовании этой программы, но отказали в доступе к дополнительной информации», сообщил Груш законодателям, добавив, что военные используют секретные фонды для сокрытия этих операций. И вы только представьте, Груш также утверждал, что ему известны случаи извлечения биологических материалов из этих аппаратов. «Я говорил с официальными лицами, которые имели прямое знание о летательных аппаратах нечеловеческого происхождения», заявил он, подчеркнув, что его действия продиктованы стремлением к правде. Но Груш был не единственным, кто не побоялся заявить о подобном. Райан Грейвс, бывший пилот ВМС США, который также дал показания, описав свои встречи с НЛО как необычные и вызывающие тревогу. Эти объекты представляют собой темно-серые или черные кубы внутри прозрачных сфер. Они появляются неожиданно и исчезают без следа, рассказал Грейвс. Он добавил, что однажды объект пролетел между двумя самолетами F-18, приблизившись на 15 метров к самолету. Другой пилот, Дэвид Фрейвор, поделился историей своего столкновения с легендарным объектом Тик-Так в 2004 году. О нем я чуть дальше вам еще расскажу. Это был гладкий, бесшовный овал, который парил над водой, а затем резко взлетел на 3,5 километра и исчез, вспоминал Фрейвор. Он отметил, что скорость и маневренность объекта были за гранью возможностей современных технологий. Эти свидетельства вызвали волну беспокойства среди законодателей. Хотя Пентагон продолжает утверждать, что не нашел доказательств существования программ по восстановлению или обратной разработке внеземных материалов. Но растущая обеспокоенность среди конгрессменов и общественности требует ответов. Тайна Лос-Анджелеса. Требует ответов и самый вопиющий случай встречи с НЛО, а именно так называемая «Битва за Лос-Анджелес». В ночь на 25 февраля 1942 года в Лос-Анджелесе произошел один из самых загадочных и известных инцидентов, связанных с НЛО, который позже получил название «Битва за Лос-Анджелес». Это событие стало легендой и вызвало множество спекуляций и теорий заговора, поскольку оно произошло в разгар Второй мировой войны, когда страх и напряжение были на высоте. Все началось около 2 часов ночи, когда системы противовоздушной обороны засекли неидентифицированный объект над городом. Предположив, что это могла быть атака со стороны Японии, власти объявили воздушную тревогу, и свет в городе был погашен. Прожекторы осветили небо, пытаясь найти источник угрозы, и вскоре несколько свидетельств сообщили о больших светящихся объектах, медленно двигающихся по ночному небу. Небо озарилось огнями от выстрелов зенитных орудий, когда армия США открыла огонь по предполагаемым целям. Вы только представьте. За несколько часов было выпущено более 1400 снарядов, однако никаких разрушений или следов атакованных объектов не было обнаружено. Несмотря на интенсивный обстрел, ни один объект не был сбит, и никаких обломков не нашли. Власти США позже заявили, что инцидент был ложной тревогой, вызванной ошибочным определением воздушных шаров и вспышками света. Однако многие свидетели утверждали, что видели большие летающие объекты, которые явно не были воздушными шарами,
Например, один из очевидцев, Харальд Дал, описал свои ощущения так: «Мы были напуганы до смерти, это был хаос, небо было освещено прожекторами, и мы видели огромные круглые объекты, которые висели над городом. Орудия стреляли по ним, но казалось, что это не причиняло им никакого вреда, это было совершенно нереально». Позже было выдвинуто множество теорий, объясняющих этот инцидент. Некоторые утверждали, что это был массовый психоз, вызванный страхом перед возможной атакой. Другие считали, что это были секретные военные испытания. Но наиболее популярной версией среди уфологов является предположение, что Лос-Анджелес действительно подвергся визиту инопланетных кораблей, и что армия США безуспешно пыталась их сбить. Инцидент битвы за Лос-Анджелес остается одним из самых спорных и таинственных событий, связанных с НЛО. Он вдохновил множество книг, фильмов и исследований и до сих пор вызывает интерес и дискуссии среди уфологов и историков. Этот случай стал важной частью истории наблюдений НЛО и продолжает будоражить умы людей по всему миру. Таинственные огни Феникса. В 2004 году жители Феникса, штат Аризона, стали свидетелями загадочного явления, известного как «огни Феникса». Эти события напомнили о нашумевшем случае 1997 года, когда целый американский штат наблюдал в небе яркие светящиеся объекты, которые двигались в строгом порядке. В этот раз огни появились поздно вечером. Очевидцы описывали, как несколько ярких точек сформировали огромный треугольник, который медленно перемещался по небу. Видеозаписи, сделанные на мобильные телефоны и камеры, показывают невероятные кадры, где объекты, казалось, двигались беззвучно, не оставляя следов на радарах. Среди свидетелей был и полицейский Питер Рейнольдс, который патрулировал в ту ночь. Он рассказал, что увидел яркие огни в небе и сначала подумал, что это фейерверки. Но когда они выстроились в треугольник и начали двигаться, то понял, что это что-то необычное. Он никогда раньше не видел ничего подобного. Это было потрясающе и пугающе одновременно. Как по мне, подобное просто невозможно игнорировать. Да и вообще, когда мы сталкиваемся с такими явлениями, невольно начинаем задаваться вопросом: а что, если это действительно внеземные существа? Ведь если бы эти объекты были земного происхождения, почему ни одно правительство или организация не заявила о своих исследованиях или учениях, или еще чем-либо? А знаете, возможно, они просто скрывают правду от нас. Загадка над Дальним Востоком. Но не будем на этом останавливаться. В 2018 году жители Дальнего Востока России стали свидетелями странных огней в ночном небе. Сразу несколько населенных пунктов сообщили о ярких вспышках и движущихся объектах. Местные исследователи провели собственное расследование и пришли к выводу, что это могли быть НЛО. Они отметили, что объекты двигались с невероятной скоростью и маневренностью, недоступной для земной техники. Особенно интересен случай с рыбаками, которые ночью вышли на озеро. Они заметили огромный светящийся диск, зависший над водой. Объект оставался неподвижным несколько минут, после чего резко взмыл вверх и исчез. Рыбаки описали это событие как самое страшное в их жизни, почувствовав сильный страх и беспомощность. Ведь когда НЛО завис практически над ними, никто из мужчин не способен был даже подвигать пальцем. После таких историй у меня даже мурашки по коже пробегают. Ну серьезно, эти истории вызывают множество вопросов. Что, если эти объекты действительно являются космическими разведчиками? Какие цели они преследуют и почему выбрали именно эти места для своих полетов? Возможно, нам предстоит еще многое узнать о скрытой природе этих явлений. Военные НЛО. Секретный доклад ВВС. Кстати, об этом. Вернее, о том, что от нас скрывают. В одном из секретных докладов ВВС США в 2015 году был описан случай встречи с НЛО. Пилоты истребителей во время тренировочного полета столкнулись с объектом, который не соответствовал никаким известным характеристикам. Он двигался со скоростью, значительно превышающей скорость звука, и выполнял маневры, невозможные для земных аппаратов. Операторы радаров фиксировали перемещение объекта, но не могли определить его природу. В докладе упоминалось о возможных электромагнитных помехах, возникавших в момент появления объекта. Это заставило многих задуматься о том, что инопланетные технологии могут быть намного более продвинутыми, чем наши.
Когда я слышу о подобных историях от военных, то лично у меня отпадают любые сомнения в существовании внеземных цивилизаций. Ведь сколько человечество ни старалось, у нас все еще нет подобных технологий, которые бы смогли вытворить то, о чем пишут в своих докладах военные пилоты. Но что меня действительно пугает, так это мысли о намерениях инопланетян насчет нашей планеты. Вряд ли они к нам с пирогами в итоге прилетят. Очередная встреча, теперь в Англии. В новогоднюю ночь в нашем 2024 году над английским городком Стокпортом появилась НЛО с богатой историей. Домохозяйка Карен Браун увидела светящийся продолговатый объект из окна своей кухни и, чтобы доказать его существование, сняла его на смартфон. Эксперты, изучив снимок, были ошеломлены, ведь они где-то такое уже вдели. И правда, это оказалось НЛО Тик-Так, которое в 2004 году было зафиксировано американскими летчиками в Тихом океане. Тогда объект размером от 9 до 14 метров был записан на видео и зафиксирован радаром крейсера «Принстон». Инцидент был засекречен, но в 2017 году видео утекло в общественность, вызвав широкий резонанс. Тогда даже еще президенту Дональду Трампу пришлось прокомментировать это событие. Он заявил, что у него была встреча с экспертами по этому вопросу. ВМС США подтвердили, что летчики рассказывают правду. Но на вопрос, верит ли сам Трамп в НЛО, он ответил, что не особенно. Эксперты, как и в случае с американскими летчиками, не смогли объяснить происхождение этих явлений, несмотря на различные фотографии и наблюдения. Таким образом, все эти загадочные объекты продолжают оставаться нераскрытой тайной. Кадры стюардессы. Также одной из нераскрытых тайн НЛО, снятых на камеру, является и видео стюардессы авиакомпании Wizz Air. Произошло это в начале этого года. Все произошло на рейсе из Великобритании в Польшу. По словам 36-летней Денизы Тенаси, она решила записать на видео красивый вид из иллюминатора. Пересматривая ролик позже, она заметила на нем нечто необъяснимое – светящийся розовый объект странной формы. Дениза рассказала, что работает стюардессой уже год и никогда не видела ничего подобного. Она показала видео пилотам, но те тоже были в замешательстве. Во время полета они ничего не заметили, и турбулентности не было, добавила девушка, заявив, что теперь она точно убедилась в существовании инопланетной жизни. Видео показывает розовый объект, который двигается по небу с невероятной скоростью, периодически меняя направление. Он не похож ни на один известный самолет или дрон, что вызывает множество вопросов о его происхождении. Кадры вызвали бурные обсуждения в интернете. Мнения разделились. Одни пользователи предположили, что это может быть отражение света или эффект от камеры, другие уверены, что это действительно НЛО. Если инопланетяне прилетят. Учтивая все перечисленные факты, да и все те свидетельства НЛО, которые, между прочим, очень легко найти в интернете, меня все сильнее волнует вопрос, что будет, когда инопланетяне все-таки прилетят на Землю. Перечитав тонны материалов, пересмотрев сотни видео, я заметил, что многие исследователи склоняются к мнению, что цели пришельцев могут быть далеко не мирными. Даже в истории человечества множество примеров, когда более развитые цивилизации захватывали и подчиняли менее развитые народы. Почему бы не предположить, что инопланетяне могут поступить так же, если внеземные цивилизации обладают технологией, позволяющей путешествовать между звездами, то их технологическое превосходство над нами будет огромным. В этом случае человечество окажется в крайне уязвимом положении, и наша планета легко может стать объектом захвата или эксплуатации. Интересно, готовятся ли к подобному исходу событий мировые власти? Хотя какой смысл о подобном спрашивать? Нам, обычным людям, вряд ли о чем-то подобном расскажут. Мир полон загадок и таинственных явлений, среди которых встречи с НЛО занимают особое место. Эти случаи вызывают множество вопросов и предположений о возможном существовании внеземных цивилизаций. Хотя официальные объяснения часто отсутствуют, многочисленные свидетельства и записи на видео указывают на то, что мы, возможно, не одни во Вселенной. А какие мысли приходят вам на ум, когда видите доказательства таких историй? Удивление, страх? Напишите об этом в комментариях. Также вы можете написать и в нашего телеграм-бота. Зачем? А затем, чтобы заниматься работой мечты.
Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего Telegram-бота.